Roblox — это не только игра для маленьких детей или что-то в этом роде. Это платформа, которая представляет собой огромное количество увлекательных режимов, созданных игроками для игроков. Карты, одежды, модели и многое другое — все это создается самими игроками. Такой подход к развитию игры, применяемый разработчиками, предлагает множество различных инструментов для творчества, которые помогут вам воплотить свои самые смелые идеи в жизнь. На первый взгляд, Roblox может показаться простой и безопасной игрой для детей, но на самом деле в ней есть много скрытых тайн и ужасных историй. Некоторые пользователи Roblox создают жуткие игры с нагнетающей атмосферой, мрачными локациями и страшными персонажами. Но это еще цветочки по сравнению с тем, сколько за 17 лет произошло в Roblox инцидентов и сколько мифов успело появиться. Сегодня я хочу вам рассказать об одном из таких мифов, как Rust _010, который взбудоражил Roblox комьюнити своими жуткими режимами. Его творчество переросло в ARG, выходящее за рамки самой игры. Если вы хотите узнать больше об этом загадочном персонаже, то добро пожаловать на мой видеоролик. Я Ломерт, и сегодня я расскажу вам о Rust _010. Наша история начала зарождаться еще в 2018 году, благодаря англоязычному ютуберу под псевдонимом Flamingo, или же просто Альберт. В настоящее время у него около 11 миллионов подписчиков, но тогда он имел лишь 1 миллион подписчиков. В любом случае, можно сделать вывод, что Альберт довольно известная личность среди игроков Роблокса. На своем канале он снимал забавные прохождения режимов, а также иногда проходил плейсы, которые ему советовали подписчики. В одном из своих видео, которое называлось «Что-то невероятное произошло со мной в Роблоксе», один из подписчиков посоветовал ему попробовать поиграть в режимы пользователя под ником 0_005. Профиль данного пользователя был очень странным. Его скин, созданные им плейсы, любимые игровые режимы, а также загадочная группа, которая не имела названия. Все его режимы содержали громкие звуки и не давали закрыть игру без вмешательства через диспетчер задач. В группе, в которой он состоял, было всего 3 участника, но у них были одинаковые скины, и все они были создателями страшных режимов. А еще одной ужасной находкой для Альберта стало то, что один из создателей тех криповых плейсов указал как свой YouTube канал Flamingo. Через несколько видео, после того, как Альберт открыл для себя игрока 0_005, видео под названием «Я больше не чувствую себя в безопасности в Роблоксе», ему вновь советуют поиграть в жуткие плейсы. Внимание Альберта привлек комментарий неизвестного пользователя, который порекомендовал ему попробовать карту от пользователя с ником Rust _010. Перейдя на его профиль, Альберт обнаружил, что пользователь Rust _010 создал только один режим, называемый Rust. Зайдя в режим Rust, пользователь сразу попадает на экран компьютера, где сверху происходит идентификация пользователя, после чего появляется вопрос, является ли он тем самым игроком. Нажатие на кнопку No приведет к ошибке в игре, после чего игрок будет кикнут, а нажатие на Yes перенесет его в темную комнату, где слышен телефонный звонок. Игроку нужно подойти к телефону и поднять трубку. В ответ он услышит лишь загадочный и неразборчивый шепот. Подняв трубку во второй раз, игрок услышит, что номер телефона, на который он пытался позвонить, был изменен. Неподалеку от телефона стоит одна свеча и модель игрока, повернутая спиной к нему. Если подойти к ней ближе, модель развернется и напугает игрока. Западнее от этого места находится компьютер, о котором мы поговорим чуть позже. Давайте вернемся к нашему Альберту. Зайдя в Place, он был определен как Flamingo. И вот с этого момента становится не по себе. Если вы не догадываетесь, в чем подвох, то расскажу. Альберт играл со своего второго аккаунта под ником I Hate My Son, а у основного аккаунта никнейм Mr. Flim Flam.
А вот в тексте над искаженной моделью пользователя написан его никнейм на ютубе. Под конец видео Альберт обращает внимание на профиль Раста. Впрочем, для нашего рассказа важна информация из его профиля, которая совпадает с той, что была в режиме Rust. Это может привести нас к некоторым теориям, но пока я не буду их рассказывать. В следующем видео Альберт решается снова проверить этот плейс. Походив по этому плейсу снова, он обнаруживает тот самый компьютер. Сев за него, перед ним открывается монитор компьютера, в котором есть файл командной строки, электронной почты, альтернативный поисковый браузер Globe и 2 текстовых файла. Открыв командную строку, Альберт обнаруживает, что нужно ввести какой-то код. Затем он открывает первый текстовый блокнот под названием progress.txt, в котором очень быстро мелькает текст. Замедлив и прочитав все, что там написано, можно сделать вывод, что данный компьютер скачивает все данные о вас, а затем вовсе подключает к Rust. Продолжая исследовать компьютер, он открывает второй текстовый файл, в котором был написан его никнейм. Последующие его действия с программами не стоит описывать, так как электронная почта не открывается, а в поисковике ничего толкового вбить нельзя. Поняв, что здесь делать нечего, он решает зайти на аккаунт своей девушки и проверить этот плейс с него, будет ли все так же его распознавать, как Фламинго. И чтобы вы думали, его все так же распознает, как Фламинго. Это озадачивает не только самого Альберта, но и нас, тех, кто наблюдает за происходящим. Зачем Rust 0.10 создавать режим про Фламинго? Так еще и вероятнее всего следить за ним, попутно пугая его. После выхода из режима Альберт замечает на своем втором аккаунте сообщение от Раста. Их переписка начинается с обмена приветствиями. Затем Раст предлагает Альберту поиграть в его новую игру и заканчивает диалог, добавив улыбающийся смайлик. Как и обещал Раст, проходит некоторое время и выходит обновление для его первого режима. Когда Альберт сел за компьютер, он замечает новую иконку или точнее новый .exe файл под названием Smile на своем рабочем столе. Если нажать на этот файл, то вас переместит в новую игру от Раста под названием Smile. Исследовав этот плейс со своими друзьями, я собрал следующую информацию. Данный плейс представляет собой среднего размера лес, где все окружающее пространство погружено во мрак. У нас в инвентаре есть только одна лампа, которая светит слабым светом. Неподалеку от нашего спавна можно обнаружить высокое длинноногое существо белого цвета с красными глазами и улыбкой на лице. Оно напоминает другой древний миф из Роблокса, называемый Нимс, который был популярен еще в 2009 году. Это существо очень похоже на персонажей из крипипасты Rake или же на SCP-096, Скромника. Если подойти близко к этому белому существу, оно убежит, издавая громкий крик. Границы карты оформлены в виде каменных преград. Вы рано или поздно наткнетесь на пещеру, в которой будет красная светящаяся кнопка. Для чего она здесь и зачем нужна, вы узнаете чуть позже. Также посередине карты вы можете наткнуться на белые плиты, окруженные по бокам темными плитами. В определенный момент рядом с игроками начнут появляться другие игроки, которые не отображаются в списке серверов. Интересно то, что они часто появляются рядом с этими плитами. В принципе, это все, что есть на этой карте, так что давайте вернемся к нашему Альберту. Зайдя на данный плейс, Альберт наткнулся на игрока под ником JimmyBiscuit74. Стоит отметить, что я не случайно акцентирую внимание на его никнейме. Рядом с ним находился фейковый игрок, который не числился в списке игроков. К слову, такие боты могут внезапно повернуть голову с жутким звуком, указывая в сторону красной кнопки, а затем просто умереть. Большинство таких фейковых игроков не имеют реальных профилей в Roblox, а если и имеют, то скорее всего это заброшенные аккаунты с обычными плейсами, которые никак не связаны с Растом. Хочу выразить благодарность моему другу Артему за то, что он проверил большое количество никнеймов этих игроков.
Вернемся к Альберту, который в это время подружился с еще одним игроком под ником Reflection Killer. Оба игрока играют важную роль в нашей истории, поэтому их следует упомянуть. В своем следующем видео Альберт рассказывает о том, что Раст написал на стене одной из его групп следующее сообщение. Получение объекта. Он это написал еще год назад, но по какой-то причине комментарий был удален. В этом же видео он начинает рассуждать про Джимми, того парня, что он первого повстречал в лесу. Посмотрев на его дату аккаунта, Альберт находит очень странным то, что он был создан за день до публикации его прошлого видео на тему Раста. А в его профиле теперь написано Happy. Дальше он заходит в переписки и показывает переписку с Джимми. Заметьте, Джимми написал ему в 16 часов 13 минут привет, и Раст 010 ему пишет ровно в 16 часов 13 минут. Таким образом, мы приходим к выводу, что Раст теперь наблюдает за Фламинго при помощи создания новых аккаунтов, или не исключается версия, что это так называемые его приспешники. Не отходя от рассказа о новых друзьях Альберта, стоит также упомянуть о его переписке с Reflection Killer, который кажется обычным игроком и фанатом Альберта. Он сообщает ему о своей новой находке в режиме Smile. Если толкнуть NPC, который появляется случайным образом на карте в пещеру рядом с красной кнопкой, то произойдет нечто интересное. Давайте пока не будем говорить о Фламинго, и я расскажу вам о том, что произойдет. Как вы знаете, на карте могут появляться фейковые игроки, которые обычно спавнятся около белых плит. Я и Артем решили попробовать это сделать. Однако это оказалось крайне трудно и казалось невозможным. NPC-боты постоянно умирали, убегали в другом направлении, или мы теряли пещеру с кнопкой. Но мы не сдались и продолжили упорно толкать бота к кнопке, и наконец-то она загорелась зеленым цветом. Следующим шагом нужно было найти белое существо и отпугнуть его. Тогда оно убежит со звуковым искажением, и начнется катсцена, где вы вместе с напарниками будете сидеть на стульях. Рядом с вами будет страшный персонаж, и вероятно это Раст, который убивает вас за кадром, а на экране появляется надпись Раст. И вот так сюжетная линия этой карты заканчивается. Больше здесь нет ничего интересного и больше вы ничего не найдете. Поэтому вернемся к Альберту и узнаем, как развиваются события дальше. События не стоят на месте, и за 2 месяца Раст 010 создал вокруг себя огромный ажиотаж. Но на фоне всего этого появляется пользователь с ником Rust Trust, который стремится быть похожим на Раста во всем. У него схожий ник, скин, описание профиля, а также прикреплен YouTube канал с 2 видео, о которых мы сейчас поговорим. Первое видео с простым названием в виде смайлика не обещает нам ничего интересного. В течение 12 минут на черном фоне просто играет мелодия, а на экране появляется улыбка, которую Раст часто отправляет. А вот второе видео уже намного серьезнее и интереснее. Оно называется Arrival. На 15 секунде данного видео появляется дата, которая отсылает нас к созданию аккаунта Альберта в Роблоксе. Затем на экране появляются разные кадры, которые либо заблюрены, либо плохо видны из-за темноты или фильтра камеры. Потом камера начинает приближаться с помехами к ноутбуку, на котором мы видим скин Альберта с искаженным лицом.
Видео заканчивается резким разворотом от ноутбука и прерыванием съемки. А в конце, как обычно, мы видим смайлик. Что означает данное видео, доподлинно неизвестно, и, видимо, мы никогда не узнаем. Все же, возможно, оно было создано, чтобы напугать Альберта и добавить в историю больше мистики и тайн. Ответов на наши вопросы нет, а их все больше и больше. Кто же на самом деле Раст Траст? Является ли он Растом 0.10 или же еще одним приспешником, как Джимми Бисквит? В этом же видео Альберт задает Расту 0.10 вопрос про его брата-клона, на что тот отрицает связь с ним, но как будто что-то скрывает или же дразнит Альберта. В конце видео Раст начинает спамить фразой «Are you still here?». Эта фраза является названием одной из его групп в Роблоксе. Возможно, эта фраза может быть расшифровкой его никнейма. Спустя пару месяцев появляется новый режим от Раста под названием «Это где-то там». Однако, перед тем как перейти к этому плейсу, давайте вернемся к так называемому братцу Раста, который успел выложить новое видео, кое мы сейчас и рассмотрим. Видео называется Messages. В начале мы видим время 6 часов 13 минут, а затем дату 16 января неизвестного года. Затем мы видим 3 горящих фонаря на фоне размытых символов, которые при переводе дают слово find. Далее мы видим плохо освещенную комнату и слышим звуки шагов. Запись заканчивается, когда посередине снизу появляются глаза. В течение видео мы можем наблюдать символы Гастера, а также надписи, которые, расшифровав, мы узнаем, что он не Раст и не заслуживает гнева, так как он действовал не по своей воле. Итак, я упоминал про новую карту под названием It's Out There, поэтому давайте незамедлительно перейдем к осмотру данного плейса. Мы снова находимся в темном лесу, где идет снег, а в некоторых местах даже дождь, что кажется очень странным. Рядом с нами находится заправка, красная машина и магазинчик, в который мы должны зайти. От себя добавлю, что по сравнению с предыдущими плейсами, здесь очень некомфортно играть из-за незнания, что нас ждет дальше. Как только мы собираемся уже выходить отсюда, мимо нас пробегает черный силуэт с громким звуком и в магазине пропадает свет. Нам нужно зайти за магазин, где мы обнаруживаем рычаг с подачей электричества. Нажав на рычаг, мы возвращаемся к магазинчику. Теперь нам нужно заправить машину топливным насосом и уехать. Экран гаснет, и наша машина застревает в снегу. Теперь мы должны исследовать новую локацию, снова в лесу. Идем по прямой, и вскоре нас встречает развилка из нескольких путей. Лучше всего идти вперед и никуда больше пока что не заворачивать, так как локация довольно большая, здесь темно и легко заблудиться. Вдалеке мы обнаруживаем заброшенный склад. У входа мы замечаем ящики, среди которых будет лежать синий кристаллик. Таких кристалликов раскидано еще 3 штуки по всей карте, и нам предстоит их все найти. В соседней комнате мы увидим кучу стеллажей, и как только мы начинаем к ним подходить, в комнате разбивается стекло. Не так страшно, но я признаюсь, что вздрогнул. На складе еще есть одна комната с лестницей, которая ведет нас вниз. Однако, когда мы попытаемся спуститься, наш персонаж зависнет и выбежит черный силуэт в маске ворона. После того, как мы спустимся, то окажемся в комнате с бочками и ящиками, где посередине будет дверь, которую можно открыть только ключом. Ключ, в свою очередь, может быть хорошо спрятан в одном из 3 мест. Он может просто сгенерироваться где-то на холмах, на земле без снега или в секретной пещере, где снова появляется черный силуэт с громким скримером. Открыв дверь ключом, мы попадаем в коридор со странной машиной, на которую нужно положить те самые кристаллики. После этого откроются большие железные ворота, за которыми будет пещера. А в конце вы найдете компьютер, такой же, как и в режиме Rust. Сев за компьютер, мы обнаруживаем всего одну программу под названием In the Distance.
Кликнув по ней, нас телепортирует в новый плейс с таким же названием, как и файл. Этот плейс выполнен снова в стиле темного леса, но деревьев здесь не так много. Окружающая обстановка вызывает некоторый дискомфорт, а атмосфера здесь мрачная и безжизненная. В предыдущем плейсе играла музыка из The Slender Arrival, а здесь царит полная тишина, даже шагов не слышно. Вы оказываетесь в темном лесу один на один со своими мыслями, держа в руках только фонарь. В середине карты находится заброшенный дом. Однако, чтобы его найти, нужно приложить усилия. Сам дом двухэтажный, и в нем есть все стандартные комнаты, такие как кухня, ванная, спальня и так далее. Но настораживает подвал, который кажется странным. Если спуститься туда, то можно услышать детский смех, а затем можно увидеть пробегающую черную тень. Больше здесь нечего искать. Альберту потребовалось 2 видео, чтобы исследовать карту Раста. В ходе этих 2 видео произошло несколько событий, о которых я умалчивал, но сейчас я все раскрою. В профиле Раста появилась ссылка на его YouTube канал, на котором было опубликовано видео с названием It's Out There. Длительность видео составляет всего 2 минуты. В первой части видео мы видим фотографию граммофона, из которого звучит мелодия Jeepers Creepers. Затем появляются отрывки, где Раст показывает свой профиль и демонстрирует очень подозрительный скрипт, о котором мы скоро поговорим. В конце видео помехи усиливаются, но мы можем четко разобрать надпись Are you still there? Я упомянул скрипт, который был показан в видео. Его тяжело разобрать, и я только учусь программированию на языке Lua, поэтому не могу дать каких-то комментариев. Но, к счастью, один пользователь интернета разобрал скрипт и пришел к выводу, что он вносит данные игроков, такие как ники, одежды, аксессуары и так далее в базу данных, а затем захватывает их аккаунты. Я предполагаю, что Rust — это искусственный интеллект, написанный на реально существующем языке программирования Rust, который создает свои игровые режимы, чтобы внести в базу данных игроков, а затем взломать их, чтобы следить за Альбертом. Подтверждением моей теории служит скрипт, который был показан в видео, и проверка ников фейковых игроков с режима Smile, которые на самом деле имеют профили в Roblox. Все эти профили являются стандартными и давно заброшенными. Но выделяется профиль под ником GiantFish68. На первый взгляд это обычный профиль, но если рассмотреть его подробнее, то мы увидим, что у него в избранном находится игровой режим Раста Smile. Теперь можно сделать предположение, кто такой Джимми Бисквит 74. Вероятно, он был обычным ребенком, который играл в Roblox и смотрел Фламинго. Ему повезло повстречаться с Альбертом в плейсе Smile, но после этого его аккаунт был взломан Растом, который теперь может делать что угодно с его аккаунтом. Возможно, вы уже забыли, но я ранее упоминал об игроке под ником Reflection Killer. Ему повезло встретить Альберта в режиме Smile вместе с Джимми. Как оказалось, Раст также взломал его аккаунт и начал спамить смайликами, а также рекламировать свой новый режим. Из этого следует, что Альберту не стоит доверять никому и быть начегу, ведь заходя на новые плейсы, игроки, окружающие его, могут оказаться взломанными аккаунтами, принадлежащими Расту. В следующем видео происходит обновление на карте Rust, где на экране компьютера появляется новая иконка под названием Look Behind You. Как и другие предыдущие иконки, она телепортирует нас на новую карту Раста, в которую теперь нельзя поиграть, так как она является приватной. Поэтому мы будем ориентироваться по видео Альберта и попытаемся выяснить, какие тайны скрывает эта карта. На этот раз мы оказываемся в хижине, которая стоит снова же в темном лесу. В этой хижине есть окно, различные приборы и радио. Нажав на радио, мы услышим мелодию, а затем она сменится на помехи.
и нас проинструктирует, как нужно вести себя, если мы увидим подозрительного человека. После окончания инструктажа из окна вылетает скример, после чего Альберт решает прогуляться, где натыкается на еще один домик. Осмотрев комнаты, вдруг начинается доноситься звонок телефона. К сожалению, на другом конце провода абсолютная тишина. Затем Альберт решает осмотреть второй этаж и чердак, но там он ничего не находит, кроме бесполезных ящиков. Через некоторое время телефон снова зазвенел, но на этот раз в трубке слышался просто шум. Альберту становится скучно исследовать этот дом, поэтому он решил пойти дальше и вышел на тропинку, которая привела его к канализационным решеткам. Подойдя к ним, он словно проник за границы карты и оказался в матрице. Через 20 секунд началась катсцена, в которой женщина убивает нас бензопилой, а затем экран погас и на нем появился смайлик, сменяющийся различными надписями. В следующем видео Альберт обнаруживает, что на компьютере появилась новая иконка под названием Happy, которая телепортирует нас на карту с таким же названием. Карта Happy – это классический плейс с зеленой травой, но с темным небом и минимальным освещением. Во время исследования карты может появиться белый силуэт с безумным лицом. Подойдя к нему, он начнет убегать. Кроме того, вы можете столкнуться с NPC, у которого будет скин, как у вас. Он будет иметь неправильные пропорции и убегать от вас на четвереньках, издавая ужасный крик, напоминающий скример из игры FNAF. Блуждая по лесу, Альберт наткнулся на компьютер, который выглядел точно так же, как в режиме Rust. Сев за него, он увидел знакомый интерфейс и две программы. В Glob ничего интересного не нашлось, но если открыть Void, то там можно увидеть цифры 4, 5, 6, 8, 2, которые меняются при нажатии. В комментариях к видео люди пишут, что эти цифры расшифровываются как одиночество и изоляция. Однако в следующем видео Альберт сам попытался узнать, что обозначают эти цифры, и выяснил, что это почтовый индекс, принадлежащий штату Огайо. Я решил изучить местность на Google Maps, чтобы понять, где находится это место. Действительно, оно расположено в штате Огайо. Однако на карте невозможно прогуляться по нему. Но у нас есть снимок этого места со спутника, который позволяет взглянуть на дом сверху. Дом выглядит обычным, и кажется, в нем нет ничего мистического, за исключением разрушенного дома и кладбища, находящихся поблизости. Кстати, на этой карте можно играть с другими игроками. Когда Альберт зашел на сервер, он встретил двух игроков: Sword 469 и The Undergamer 554. Вроде бы все было нормально, однако на карте Smile игрок с ником Sword 469 может встречаться среди других NPC. Братец Растрас написал Альберту, что Раз зол на него, и следить за Альбертом через игрока Sword 469. В свою очередь, Sword 469 выглядит как обычный игрок, и если зайти на его профиль, то этот аккаунт ничем не отличается от обычного игрока, у него даже есть лимитки. Если посмотреть на плей, созданный им, то так вообще не возникает никаких сомнений в том, что это может быть созданный Растом аккаунт. Я провел исследование карты от начала до конца, но не обнаружил ничего страшного или пугающего. Просто домик, сделанный из стандартных блоков. Давайте продолжим исследование карты. Пока Альберт гулял по карте вместе с другими игроками, он обнаружил странное место, напоминающее круг для сатанистов, хотя его предназначение пока неизвестно. Альберт также повстречал странного игрока. Этот игрок привел Альберта к этому сатаническому кругу. К слову, этот же игрок предложил Альберту постоять в центре круга. По его словам, если за спиной появится белый силуэт, то может произойти что-то необычное. И действительно, стул в центре круга засверкал, а затем появился Рейк из плейса Smile.
Но радость была недолгой, поскольку нашего всезнайку куда-то телепортировало, а Альберт стал блуждать по лесу, пока не наткнулся на строение. Там он обнаружил умника, который находился в стеклянной клетке. В голову Альберта пришла идея проверить компьютер. И там появилась новая иконка с названием code7.exe. Но вот незадача, при открытии программы она запросила пароль, которого никто не знал. Просидев несколько часов, Альберт не смог узнать пароль, и видео закончилось. В следующем видео Альберт с новыми игроками смогли разгадать пароль от секретной двери, находившейся рядом со стеклянной клеткой. Пароль удалось расшифровать благодаря моргающему свету, который один из игроков решил перевести в азбуку Морзе. Полученный код позволил открыть дверь и попасть в темную серую комнату с узким проходом. В конце прохода начали появляться белые частицы, которые телепортировали Альберта на другую карту, где все было белым, кроме неба. Какое же предназначение имеет эта карта? Сейчас это мы и выясним. Зайдя на этот плейс с ранее упоминавшимся Артемом, мы начали исследовать окрестность. Побегав 10 минут, мы так и ничего не нашли. Был лишь один снег и ничего больше. Затем к нам присоединились два моих подписчика, и мы стали бегать друг за другом, пока один из них случайно не провалился под снег. Мы, недолго думая, прыгнули за ним и оказались в комнате, которая нас телепортировала на другую карту под названием Welcome, нижнее подчеркивание и два вопросительных знака. Карта встречает нас с надписью «Сонные луга». Недалеко стоит двухэтажный амбар, но внутри мы не обнаружили ничего интересного. Правее от амбара располагалось около 12 домов, в которые мы решили заглянуть. Исследовав первые 4 дома, мы ничего не обнаружили. Все они были простенькими двухэтажными домами. В одном из следующих домов мы обнаружили компьютер. Нас встретил знакомый интерфейс. На рабочем столе было два ярлыка – браузер и подозрительный файл с именем 34489. Как можно догадаться, это снова был почтовый индекс одного из домов, находящийся во Флориде. Это была снова лесистая местность, где находится большой заброшенный дом, огороженный деревьями. Опять же, нет возможности вам показать вблизи этот дом, поэтому приходится смотреть со спутника. Кстати, если открыть этот странный ярлык, нас попросят ввести пароль, но даже если мы введем верный пароль, ничего не произойдет. Поэтому мы вернемся к компьютеру позже, когда будем анализировать видео Альберта. После того, как мы вышли из дома, где нашли компьютер, мы заметили белую фигуру, которая убежала спустя время. В одном из следующих домов мы обнаружили пентаграмму, посередине которой стояло кресло-качалка, а неподалеку находились пятна крови. Хотя стул и пентаграмма не имеют предназначения, нам было неприятно наткнуться на это. А на холмах поблизости обнаружили деревянные доски, заграждающие проход в туннель. Больше мы ничего не нашли. Давайте вернемся к видеороликам Альберта и продолжим исследование. Когда Альберт обнаружил комнату с компьютером, друзья в Дискорде решили помочь ему и разгадали пароль. Паролем оказались числа 74, 89, 5. Когда же их ввел Альберт, ему выдали координаты. Координаты привели меня к заброшенной хижине, которая находилась в очень странном лесу, в котором не было листьев. Из-за популярности АРГ на Google карте здесь поставили точку приюта с названием Another Shack. Кроме того, здесь стоит еще одна точка, помеченная как достопримечательность с названием Smile Shack. Через месяц Альберт выпустил новое видео, в котором рассказывает, что раз 010 выпустил новую карту под названием «Оно скрывается в лесу». Здесь не будет моих футажей, поэтому сразу перейдем к тому, как Альберт исследует эту карту. Альберт снова оказался в лесу, рядом с которым текла речка,
и был мостик, который разрушался, как только мы подходили к нему. Он решил идти по тропинке вместе с другими игроками. Во время путешествия он находил заброшенные дома, однако внутри них не было ничего интересного. Продолжая исследовать карту, он обнаружил подозрительную ржавую плиту на траве, а неподалеку от нее нашел огромный каменный туннель. По мере продвижения по карте Альберт обнаружил еще один заброшенный дом в глуши леса. Ему удалось найти внутри этого дома компьютер и программу, опять же требующую пароль. В процессе поиска пароля на них напало пугало. Во время одной из его атак пугало убрало ржавую плиту, открывая проход в небольшую ямку, в которой был записан пароль. Вернувшись к домику и введя код, их ждало приятное открытие – новые координаты с подписью «Это здесь». Введя координаты на Google Maps, я оказался рядом с разрушенными зданиями, расположенными на территории штата Пенсильвания, недалеко от штата Огайо, в окружении леса. Честно говоря, мне немного страшно наблюдать за прогнившими домами, а некоторые из них уже просто разрушились. Теперь возникает вопрос, что на самом деле находится там и планирует ли Альберт поехать туда. Согласно словам Альберта, он может посетить эти места, но путешествие в Огайо или Пенсильванию займет слишком много времени и, вероятно, будет дорогим. Новый месяц, новое видео от Альберта о Расте. Да, через месяц после того, как были найдены координаты на карте, оно скрывается в лесу, Раст выпускает новую карту под названием «Вы его видите?». Давайте разберемся, кого мы должны увидеть. На этот раз мы оказываемся, судя по всему, снова в лесу, где-то на трассе, и перед нами стоит двухэтажный домик. Хочу отметить, что эта карта по атмосфере является самой страшной и жуткой картой Раста. Альберт, естественно, решил исследовать этот дом, но ничего там не обнаружил и отправился вдоль трассы. В лесу Альберт наткнулся на кирпичное здание, которое, по всей видимости, было складом, так как внутри были ржавые стеллажи. Место было очень неприятное, темно и постоянно раздавались какие-то звуки, будто из темноты. Не найдя ничего интересного на складе, Альберт решил поискать еще здание и обнаружил подозрительно приоткрытый дом. Весь дом был покрыт ржавчиной и имел второй этаж. На втором этаже стояло пугало, которое начинало проигрывать напряженный звук, когда к нему подходили, создавая ощущение, что что-то страшное собирается произойти. Выходя из дома, Альберта испугали громкие звуки, и он побежал подальше от этого места. Во время бегства он заметил на стене одного из зданий цифру 4. Поняв, что ему нужно найти еще числа и собрать код, он отправился на поиски. Внезапно, под нарастающую музыку, за ним начал охотиться страшный белый монстр, который загнал Альберта глубоко в лес. Убежав от монстра, Альберт просто вышел и решил написать свои недовольства Расту. Раст, в свою очередь, решил пригласить Альберта на карту, которую он в настоящее время строит. Разговор был долгим, неосмысленным, но из него стоит отметить, что Раст настоятельно просил Альберта не посещать координаты, которые он обнаружил на карте. А также утверждает, что хотя он является создателем Раста _010, он все равно не может контролировать его, и упоминал о существе, которое, по всей видимости, обрело свой собственный разум, да и он не хочет об этом говорить. Во время разговора с Альбертом у него возникали признаки биполярного расстройства. Он мог спокойно разговаривать с Альбертом, а затем внезапно переходить на капс и проявлять агрессию. Следующая карта от Раста была выпущена спустя целых 3 месяца, но она имеет значительно больший масштаб.
Я знаю, что вы устали от пересказа карты, поэтому я просто скажу, что эта карта про заброшенную психиатрическую больницу, построенная на основе реальной психиатрической больницы, которая также заброшенная и находится в Нью-Йорке. Внутри этой психбольницы можно обнаружить множество однотипных палат и подвал. Но самая интересная часть скрыта на крыше здания – компьютер. В одном из текстовых файлов на этом компьютере содержится 6 координат загадочных зданий. Не вижу смысла подробно рассказывать об этих координатах, поскольку они не связаны друг с другом. И маловероятно, что в этих заброшенных зданиях есть что-то значимое. Однако, это еще не все. В следующем файле на компьютере я обнаружил ссылку на видео. В ролике нам показывается вступление в стиле VHS-кассеты с надписью «Новости» и различной информацией. Это вступление длится примерно минуту, а затем появляется сообщение. Новости 6 испытывают технические трудности. После этого мы видим запись очень низкого качества. На видео парень идет вдоль дороги и пересекает каменный мостик, который напоминает каменный мостик из режима It's Lurking in the Wood. Когда парень примерно достигает середины мостика, он вдруг оборачивается, словно замечает кого-то позади себя и начинает очень быстро убегать, а запись обрывается. После этого появляется логотип новостей. Интересно, что это видео создано еще в 2018 году, за 3 года до появления Walton Files, каталога Манделы и прочих. По поводу самого ролика невозможно дать каких-то четких комментариев, к чему и зачем оно было создано, и какой посыл несет данное видео. Неизвестно, что за телеканал и какую роль он играет во всем этом АРГ, что за человек, который снимал видео своей прогулки, и неизвестно, что за в принципе это место. Может быть, это была какая-то подсказка. Однако, при прочтении комментариев к этому видео можно наткнуться на интересный комментарий, в котором пользователь пишет следующее. Видео. Парень проходит под обычным на первый взгляд мостом, хотя он таким не является. Это мост Баннимен. Он получил такое название из-за имени сбежавшего заключенного, который потерял всю свою семью в автомобильной аварии. По легенде, когда заключенный сбежал, люди стали видеть около моста снятые шкуры кроликов. Во время того, как он уходил от преследования полиции, когда он пересекал мост, его сбил поезд. Существует легенда, что если ты придешь сюда в полночь, он повесит тебя под мостом. Этот комментарий действительно подливает масло в огонь. Посидев на Google Maps, я смог найти этот мост, который называется The Banniman Bridge. Он стал достопримечательностью города Клифтон в штате Вирджиния, США, и люди, проезжая мимо, обязательно фотографируют его. За 4 года мост уже успел сменить свою окраску. Он находится в лесу и пролегает под железной дорогой. История, как мост получил это название, очень интересна, а упоминание о паранормальных явлениях делает ее еще более интригующей. Однако это всего лишь легенда или байка. В Википедии по крипипастам я даже смог найти про этот мост саму крипипасту, и в этой легенде рассказывается абсолютно то же самое, что и в комментарии того пользователя, только подробнее. Ладно, давайте отойдем от всей этой мистики. Что там с Альбертом происходит? А в это время он, покопавшись в недрах этой карты, нашел код для открытия файла, в котором содержатся еще одни координаты. Эти координаты приводят нас к заброшенному дому в Альмах, Нью-Йорк.
Мне кажется очень странным то, что поблизости нет никаких других домов. Этот дом просто стоит одиноко где-то в глуши леса. Итак, хочу обрадовать вас, эта часть видео последняя, где Альберт исследует карту. На первый взгляд, карта представляет из себя пустую белую локацию, но вдалеке можно разглядеть каких-то NPC и какую-то панель с кнопками. Честно, я не знаю, как это описать. Но если вы что-либо попытаетесь нажать на ней, то все NPC начнут за вами бежать, а затем вас телепортируют на карту Фраун. Когда Альберт оказался на этой карте, он появился снова в лесу и на каком-то холме, с которого ему предстояло спуститься. Исследуя карту, Альберт обнаружил белый двухэтажный домик. Внутри дома не было ничего интересного или пугающего, кроме подвала, где находился компьютер. Как обычно, у компьютера был файл, защищенный паролем, и неработающий браузер. Альберт решил исследовать карту дальше. Внезапно, во время прогулки по тропинке, начали появляться NPC вокруг него. Неподалеку от них он обнаружил кучу свечей, окруженных каменными сиденьями, а также сарай со множеством полок, на одной из которых был написан код 3475. Возможно, вы подумали, что это может быть верным кодом, который предоставит дополнительные координаты и еще больше однообразия. Код не подошел. Зато, если открыть браузер, ввести никнейм случайного NPC, который появляется на карте, и ввести в качестве пароля этот код, то произойдет что-то необычное, около странного места со свечами. Когда Альберт пришел к этому месту, он увидел, что все свечи были зажжены, а все NPC сидели и ждали чего-то. После некоторого времени свечи погасли, и все NPC начали бежать к центру. И где, собственно, продолжение? А продолжения нет. Вся история, весь сюжет оборвались на этом моменте и в этом видео. Альберт в конце ролика написал, что будет следить за обновлениями. Однако за все эти годы ни одного ролика от Альберта, связанного с Растом, так и не вышло. И что у нас в итоге? Незавершенная история? У нас есть теория, у нас есть загадочный персонаж, жуткие моменты, кучу координат и видео, которые по итогу никак не связаны между собой и не имеют никакого смысла. Но наверняка у вас возник вопрос, зачем вообще нужно было снимать это видео и на что здесь тратить наше время? Давайте разберемся. Практически все ARG оканчиваются именно так, обрываясь на самом интересном моменте и оставляя нас с ощущением недосказанности. Об этом ARG я узнал из айсбергов и, естественно, заинтересовался, что за миф такой Раст _ 010. Когда я начинал искать информацию, я обнаружил, насколько давно выходили видео о нем и какие просмотры он собирал на канале Альберта. Полностью изучив все видеоролики, поиграв на всех картах и узнав всю доступную информацию о нем, я был удивлен, что, будучи человеком, который играет в Roblox с 2017 года, не знал об этом. ARG, причем реально популярная, вспомни только то, как игроки Роблокса оставляли загадочные метки на Google Maps, указывающие на места, связанные с Растом. Один парень даже смог приехать в одно такое место, причем дважды. Он, исследовав дом, конечно, ничего такого не нашел, но все равно осмелиться туда приехать дважды и все записать — это сильно. Но неужели мы на этом закончим видео? Конечно же нет, и вот почему. Спустя годы сам Раст решил снять с себя загадочный образ и на своем официальном YouTube канале опубликовал видео, где ответил на вопросы. К сожалению, данное видео было удалено, что очень обидно, но остались перезаливы. Вопросов было множество, но если собрать главные вопросы воедино, то получится следующий рассказ. Сейчас мне уже 18 лет, но когда я начинал заниматься всем этим, я был обычным 14-летним подростком, который увлекался скриптингом вот уже 6 лет. В свое время я фанател по Альберту, и мне хотелось, чтобы он обратил на меня внимание.
Я быстренько сделал плейс под названием Rust из 3 аккаунтов на ютубе, написал Альберту в комментариях, чтобы он поиграл. Он заметил мои комментарии, и с этого момента все началось. Я тратил на создание карт очень много времени, затем процесс создания карт занимал больше месяца, после чего у меня пропала мотивация, и теперь у меня нет желания даже играть в Roblox. Альберта я не преследовал, мне просто было весело наблюдать за его реакцией на все это, да и с самим Альбертом я не общаюсь уже 2 года. Хочу подчеркнуть из его же слов, что на самом деле Rust никогда не был Roblox мифом. Игроки сами придумали ему этот статус, а затем некоторые сообщества в Роблоксе, занимающиеся расследованием мифов, начали проявлять некоторый хейт к самому Расту и разоблачать его. Однако, на мой взгляд, уже изначально было очевидно, что он, подобно пользователю 0_005, просто создавал страшные карты и не был каким-то мифом. Буквально, когда я заканчивал написание этого адского текста, он успел выпустить 2 видео, в которых показывает, как устроены его карты и как он их создавал. Спешу вас расстроить, он очень поверхностно прошелся по этим режимам, но могу отметить следующее. Rust объяснил, что из-за частых обновлений в Роблоксе все его карты стали неиграбельными. К слову, из-за этой проблемы мне часто приходилось использовать геймплей Альберта. Также он упомянул, что создал еще одну карту, о которой мало кто знает. Это должна была быть карта в духе сериала Lost, в которой использовались бы мои старые персонажи, а главной темой был искусственный интеллект. Я потратил огромное количество времени на ее создание, но, скорее всего, никогда не закончу этот проект. И на этих словах мы будем заканчивать видео. Больше добавить в эту историю нечего. Вы бы знали, как я рад озвучивать эту часть видео, потому что если вы это слышите, то у нас все получилось. Над видео работы ведутся с октября 2022 года. Видео просто попало в производственный ад. Очень тяжело было браться за все в это видео, за просмотр видео с канала Фламинго, за анализ видеороликов и плейсов, за съемку футажей. А про написание сценария я вообще молчу, трижды переписывался. Тем не менее, я считаю, что это пошло только на пользу. Если бы мы выпустили видео еще той осенью, то оно было бы ужасного качества. Плюсом видео растянулось из-за того, что я готовился к экзаменам, но это я уже отошел от темы. Ребята, которые смогли досмотреть это видео, спасибо вам огромное. То, что вы досмотрели видео до этого момента, уже приятно, и это огромная поддержка. Над видео, правда, было тяжело работать, и все, о чем я хочу попросить вас, так это поддержать в продвижении данного видео, которое, к сожалению, может собрать мало просмотров из-за того, что я долго не выпускал видео и видео не по тематике канала. Если вам не трудно, не люблю это говорить, но поставьте лайк и напишите комментарий из 4 слов по поводу того, что вы думаете о всей этой истории с Альбертом и Растом. А если понравился такой контент и вы хотите больше, то подпишитесь на меня с колокольчиком и посмотрите другие мои видео. Ну а если вам сильно-сильно понравился, то прошу вас на наш Discord сервер, где вы можете следить за новостями и пообщаться с подписчиками. Ну и также хочется упомянуть ребят, которые работали над этим видео. Большое спасибо Артему, Шаманову за огромный вклад в расследование карт и всего этого сумасшествия. Также спасибо большое Святославу Зигомету за то, что он принял участие в озвучке моментов с Растом. Спасибо большое RQX Теневому за поддержку меня огромной суммой, благодаря чему я смог купить наконец-то микрофон и озвучу видео сейчас на него. Если вы тоже хотите меня поддержать и улучшить качество контента, то сами знаете, где искать ссылку. Также спасибо Павлу Поносу за помощь в исследовании карт Раста. Ну и также спасибо огромное Алине Мармеладовой за помощь в корректировке текста на ранних этапах. Ребята, если вы сейчас смотрите это видео, то я всем вам передаю привет и целую вас.
А на этом моменте мы уже точно заканчиваем видео. У микрофона был Ломерт, и помните, я с вами ни за что не прощаюсь. Еще услышимся.